Мы приехали на тот самый легендарный военный пляж. Мы идем не только с Машей вдвоем, но еще и наш водитель, потому что он ни разу тут не был. Когда белый песок, когда голубая красивейшая водичка, тут реально получаешь удовольствие. Смотрите, втроем поедем на клике. Конечно, там несколько у меня седых волос, конечно, добавилось. Итак, мы заехали в очередное жилье. Это 29 этаж. Видите, окна просто в пол. Ну что, мы только что приехали на КПП. Там вот стоит мужчина в военной форме. Он нам сказал, нужно припарковаться. Дорога какая-то очень сложная, потому что там везде идет ремонт. И, если вы поедете на байке, то готовьтесь к тому, что нужно будет ехать все время сужение, то увеличение. У меня средняя скорость была 80-100 километров. Довольно так нервозно, потому что все время кто-то пытается выехать, подрезать. Если бы было 2-3 полосы, то ты едешь в своей полосе, все нормально. А тут все время какой-то дискомфорт. Нам сказали, нужно заказывать Grab, у них такси нету, поэтому сейчас это и будем делать. Единственный момент, когда приезжаешь сюда на байке, именно на байке после КПП проехать нельзя, только на машине. Есть вариант оставить его тут и дальше поехать на такси-байке, либо мы сейчас еще спросим, может быть, есть еще какой-то вариант. Стоимость такси-байка 80 бат за одного человека. Обратите внимание, что от КПП до военного пляжа почти 8 километров, то есть пешком тут пойти не получится. Мы заказали такси приехало, но вроде как нужно будет покупать билет. Посмотрим. Мы купили 2 билета, стоимость каждого по 100 бат. Я показал свои тайские права, но скидок особо не было. Но это получается как стоимость на одного, если заказывать экскурсию, она, по-моему, стоит 450 бат. А если вы вдвоем едете самостоятельно на байке, то получается, что экономия в 2 раза. Да. Вот мы уже подъезжаем. Водитель говорит, красота какая, мы с ним абсолютно согласны. Водитель первый раз едет, ему очень нравятся виды. Тут много-много обезьянок. Вот еще сидит, как статуэтка. Вот, мы и приехали на тот самый легендарный военный пляж. Мы идем не только с Машей вдвоем, но еще и наш водитель, потому что он ни разу тут не был, хочет сделать фотографию, посмотреть на это место. Да, он увидел и прям очень-очень радовался. Мне в какие-то моменты казалось, что он сейчас засмотрится на дорогу, и мы куда-нибудь не туда поедем. Да, первое ощущение, туристы есть, даже вон есть обезьянки, смотри. О, бегают там вот. Есть кафешка где мы, по-моему, обедали. Сейчас будем дальше изучать место, что и как. Мы здесь были в феврале 2019 года, мы были по экскурсии, мы покупали на двоих, 900 бат заплатили, нас ранним утром забрали из Кондо и привезли сюда на микроавтобусе. Еще человек 10 или 15 было, на самом деле практически ничего не помним. И тогда тут было людей, конечно, намного побольше. Есть, смотрите, туалеты и есть еще где... Помыться, да, душевые комнаты, вот отсюда видно, вот там вот они находятся. Тайский массаж можно также сделать. Но вот что я помню в 2019 году, это то, что когда мы приехали, когда подъезжали какие-то автобусы, минивены, еще что-то, и целая бригада шла с какими-то надувными матрасами, с кругами, прям такой организованной толпой. И практически все, вот все, что вы тут видите, все было заполнено шезлонгами, матрасами, еще чем-то. Мы с Машей тогда находились справа, там практически никого не было. И мы целый день были на солнце, потому что там справа пальм нету, потом пошли налево, там камни, был отлив красивый очень. Мы тогда так сильно обгорели, что страшное дело. Поэтому сегодня мы приехали к 3 часам дня, чтобы уже солнце спало и сильно не обгорать. Наша цель — это, конечно же, искупаться, показать вам цвет воды, и также показать, что тут по территории. Возможно, даже тут перекусим и как раз все это расскажем и покажем. Вообще этот военный пляж, он почему так называется? Потому что раньше здесь была, насколько я поняла, американская военная база, а сейчас здесь, на этой территории, так чуть подальше, находится Тайская военная академия. Идет обучение морских пехотинцев. И поэтому все так строго, видите, все по пропускам, везде стояли военные люди, и просто так сюда не попасть. Также я читал, что тут довольно проблематично запускать дроны,
потому что рядом находитесь с территорией какой-то военной базы, какой-либо страны, то, конечно, запускать там дрон не самая лучшая идея. Поэтому сегодня мы без дрона. На самом деле тут и без дрона все видно. Вот видите, пляж, он не такой большой, аккуратный, такой маленький, людей немного. Водичка чистая, сейчас мы вам ее более подробно покажем, и обязательно нужно искупаться. Причем еще удивительно, что везде в интернете и в чатах мы читали, что для того, чтобы сюда проехать, нужно на КПП или там еще где-то оставить свой паспорт в качестве залога. Но у нас его никто не спросил, и мы его, собственно, не оставили. Причем буквально сегодня об этом сказали, что нужно паспорт оставлять, и никто ничего не требовал. Возможно, нам, конечно, так повезло, и его просто-напросто забыли попросить, либо, может быть, это требование отменили. Обратите внимание, что удобно, когда немного людей, можно вот взять спокойно, сесть в такую вот беседочку, там расположиться, где-то приобрести еду и тут все, собственно говоря, съесть. А есть также такие вот магазинчики, где можно арендовать всякие шезлонги, стульчики. Это стоит там недорого, что-то 30-20 бат, конечно, копейки, но можно это не делать, вот есть такие свободные беседки. Скорее всего, по выходным их не будет в наличии, потому что, как правило, местные очень любят приезжать на различные пляжи и там отдыхать. Сейчас мы вам покажем водичку. Мы уже искупались, получили прям громадное удовольствие, потому что все-таки купаться тут и на территории Паттайи — это вот две абсолютно разные вещи. Тут посмотрите, какая водичка чистейшая, просто хочется просто из нее не вылазить, потому что видно дно. Когда уплываешь даже на расстоянии где-то 30-40 метров, по-прежнему очень хорошо видно дно. Это разительное отличие от пляжа, который находится непосредственно на территории Паттайи. Как видите, тут можно арендовать различные активности, есть лодки, как самостоятельно, также вас могут и повозить. Могу сразу же отметить, первое, что бросается в глаза, это супер белый песок. Посмотрите, прям белый, как мука. На территории пляжа Паттайи, к сожалению, такого нет, он такой более желтый, а тут прям вот идешь по нему и просто такой вот мягкий рассыпчатый песок, я вот просто обожаю, когда белый песок, когда голубая красивейшая водичка, у меня прям дежавю, как будто я на каком-то острове, там Панган, Самуи где-то вот очутился, и сразу получаю прям огромное удовольствие. Уже жалею, что мы приехали сюда к 3 часам, нужно было, конечно, пораньше приехать, потому что тут реально получаешь удовольствие. Тишина, такое вот умиротворение. Смотрите, тут можно арендовать не только такие стульчики пластиковые, раскладные и лежачки, но еще и можно вот такие круги. Я сначала не поняла, зачем они, а сейчас увидела тайцев и вспомнила, что в большинстве своем тайцы не умеют плавать. Собственно, для них это, видимо, и сделано. Собачка тут вот есть одна, но они, наверное, на абсолютно каждом пляже Таиланда имеют место быть, тут ничего не поделать. Потому что на Пангане их было намного больше иногда. И по вечерам, там после 7 вечера даже иногда было опасно. Они между собой начинали что-то выяснять, лаять. Можно еще отметить, что пляж абсолютно чистый, нет никакого мусора, нету водорослей. То есть в этом плане прям идеально. Белый песочек, пальмы какие-то, вот такие еще деревья имеют место быть. Ну, тут никаких буйков нету.
То есть купайся куда хочешь. Мы вот где-то метров на 100 доплыли обратно. Но еще можно отметить то, что тут такой пологий заход. Не сразу там проходишь 2-3 метра и с головой, а тут довольно, ну вот видно, да, отсюда вот люди там стоят. Ну, тут есть иностранцы, есть, конечно же, местные, и даже есть наши соотечественники. Мы вот сегодня встретили, женщина к нам подошла, нас узнала, рассказала, что уже 20 лет они приезжают практически каждый год в Таиланд. Конечно, можно позавидовать такой периодичностью, да? Очень здорово, что некоторые приезжают сюда в течение 20 лет, получается как такая своеобразная дача, которая очень далеко. Смотрите, тут также есть такие домики. Насколько мы успели выяснить, по-моему, стоимость одной ночи стоит от 1000 бат. То есть можно приехать, в принципе, на день, два, три и тут поселиться. Также тут есть какие-то кафешки, ресторанчики. Мы их чуть-чуть попозже покажем, потому что магазинов тут прям нету. Если тут жить прям надолго, наверное, это будет проблематично. Ну и мы сейчас уже подходим к тому месту, где в феврале 2019 года мы расположились и пробыли где-то целый день. Тут купались, отдыхали. Тут, как и сейчас, никого не было. И нам это место, конечно, понравилось. Единственный минус, что тут нету прям нигде тени. Нельзя спрятаться от солнца и не обгореть. Тут вот есть такая какая-то небольшая вилла, но туда входить, к сожалению, нельзя. Сегодня мы попали на какую-то съемку, видите, оборудование принесли. И пошли главные актеры. Я впервые вижу тайцев там по 2 метра роста и белой кожи. Вот, тут имеется такой ресторанчик. Сейчас мы сюда зайдем и узнаем про цены. Ну вот, первое, что бросается в глаза, это паттай с креветками, всего 90 бат. Маша говорит, что буквально чуть пройти, там был какой-то кафешка, ресторанчик, и там уже стоило 150 бат. Да. Ну, вот также есть омлет, фарш свиной, это все стоит довольно бюджетно. Меню довольно большое, тут очень большой ассортимент, можно увидеть жареные морские окуни, различные супы, жареное крабовое мясо, ну, практически вот на любой вкус и цвет. Даже вот есть завтраки такие вот, ну, чисто американские, breakfast. Есть различные супчики с курицей. Видите, да, все на русском языке, все понятно, все легко очень прочитать и понять, что вы хотите тут покушать. Ну и смотрите, даже есть кофе, и причем hot, айс. Мы, конечно же, возьмем, наверное, горячий. А можно также взять коконат целый за 50 бат. Ну, вот единственный минус меню, что, к сожалению, в тайских кафешках почему-то напрочь отсутствуют десерты, какие-нибудь там пироги, ротти, еще что-нибудь. С удовольствием бы съели, там круассаны с шоколадом. Но почему-то нет, у тайцев вот прям не принято. Очень здорово, что меню здесь такое достаточно разнообразное, то есть можно на любой вкус и на любой кошелек найти то, что вам понравится, потому что обычно, ну, вообще в прошлый раз, когда приехали, мы думали, что тут все супер дорого и даже не стали смотреть меню, а тут на самом деле можно найти как бюджетное, так и что-то более изысканное. На самом деле основная причина была, почему мы сюда даже не зашли, потому что тут не было ни одного свободного места. Тут напрочь все было забито как китайцами, так, конечно, и местными. А сейчас, смотрите, садись. Вот мы с Машей тут буквально вдвоем, ну, правда, сейчас уже 5 вечера, да, но все равно пустое абсолютно кафе. Такой военный пляж нам, конечно же, очень нравится. Паттай тут просто вкуснейший, поэтому мы вам рекомендуем его тут, если будете заходить именно в первую кафешку, не та, которая дальняя, потому что там дороже чуть ли не в 2 раза. И хочется еще добавить, что чем нам очень понравилось это место, что получается буквально там за полчаса езды от Паттайи у вас есть такое местечко, которое очень сильно напоминает Панган. Тут тихо, тут кристально чистая водичка, чистый пляжик, белый песочек, есть кафешки какие-то, достаточно мало людей. Вот, и поэтому это очень здорово, что есть такие именно разноплановые, разнообразные места. То есть как бы Паттайя — это не только, да, ее центр, где там всякие клубы, рестораны и достаточно грязное море, но еще она бывает вот такой. То же самое можно сказать и про Калан, на котором мы обязательно тоже побываем. И это очень здорово, что можно потусить там несколько дней в Паттайе, да, где прям город, цивилизация, и буквально там полчаса-час ты сразу попадаешь в такие места, где, ну, практически экзотика, природа, красота, и нет вот этих огромных высоток, домов, машин. Паттай реально прям очень вкусный, вот прям
Супер. И самое интересное, что и самое главное, что смотрите, какие огромные креветки. Обычно такое ощущение иногда экономят, прям какие-то маленькие-маленькие кладут. Тут они прям огроменные. Нам принесли кофе, мы сказали take away, Маша говорит, что растворимый. Ну вот еще такие ларечки с едой. Уже многие закрылись, потому что 5 вечера. В общем, мы решили, что с Машей не хотим отсюда уезжать. Нам тут что-то так понравилось, прям нереально. Потому что тут такая вот ностальгия по нашим любимым островам. Тут пробыли 2,5 часа, но вот прям уже все. Вот прям вот чувствуем, что вот мы реально прям уже хотим там какой-нибудь остров пожить. Мы, конечно же, еще там в ближайшее время поедем на Ко Чанг, но именно тут большая ностальгия именно по Пангану, который мы с Машей очень сильно любим. И именно на Пангане мы вот чувствуем полное расслабление, вот полный релакс, когда, ну, мы с большого города, мы с Санкт-Петербурга, да, и чуть-чуть устаем от вот этой вот суеты, да, которая была и в Бангкоке, и в Паттайе, там очень много людей, много движения. Когда живешь еще в высотке, да, ну, в принципе, все время вот такое ощущение, как будто ты немного в Питере. А вот когда попадаешь в такие места, где вот там пальмы, песочек, практически нету людей, тишина и все, вот полное умиротворение. За это мы и любим всякие острова. И вот прям захотели тут остаться, возможно, даже на сутки. Но у нас нет с собой ни зарядок, ничего нету. Поэтому, к сожалению, придется отсюда уезжать. Жалеем, что не приехали пораньше. Нужно было, конечно, приезжать часам к 12, к 11, чтобы как можно больше насладиться. Но что поделать. Добавлю к Пашиным словам, что все-таки взять Паттайю и взять какие-то более такие уединенные места, то расслабиться, конечно же, получается прям полностью вот в таких вот подобных местах. Прям чувствуешь, что отдыхаешь, чувствуешь, что вот все напряжение, весь стресс, он как будто скидывается. Ну и вот можно увидеть, да, пляжная кровать, резиновое кольцо, коврик. Ну и вот по стоимости. Коврик стоит 20 бат, кольцо стоит 10 бат, 10 бат в час, да. 10 бат в час. И здесь получается, что 30 бат пляжная кровать. Ну да, шезлонг, скорее всего, он так называется. Резиновое кольцо имеется в виду вот такая вот покрышка для тех, кто особо не любит там долго купаться на волнах больших. Маша даже задумалась, взять или нет. Так на самом деле это же идеально. Так ложишься на воду с этим резиновым кольцом и не гребсти не надо, вообще ничего. Раньше эта кафешка прям кишила людьми, а сейчас, как видите, она закрыта. Смотрите, какие домики, прям один в один, как такие бунгало есть на Пангане, ну вот на островах Самуи, Панган, которые мы чаще всего арендовали. Уже прям очень сильно хочу заселиться в один из таких домиков, потому что вот ощущение, когда ты живешь в нем, выходишь, садишься на скамеечку, и у тебя вокруг вот просто вот такая вот красота. И тебе не нужно там спускаться из большого многоквартирного дома, куда-то ехать на байке, там куча людей. А вот просто вот единение, вот полное с природой. Я вот обожаю такие вот домики. У меня вот знакомство с Таиландом вообще вот состоялось, когда я на первый день пребывания в Таиланде вот оказался в таком домике на Пангане. И это, конечно, была просто нереальная экзотика. Сейчас хотим узнать, сколько стоит аренда тут, и вам расскажем. Когда приехали сюда первый раз с экскурсией, это было где-то с самого утра, часов в 9-8, и уехали где-то в 5 или в 6. И, если честно, мы уже где-то к середине дня уже не знали, чем себя занять, потому что прям целый день было немножко скучновато. А тут приехали на пару часов и поняли, что хочется еще. Вот еще один барчик такой аутентичный, видите, тут уже можно какие-то заказать горячительные коктейли, посидеть с видом на море. Ну и вот можно посидеть, смотрите, там качельки такие красивые, и там даже есть свадебная такая беседка для фотографий. И даже это алтарь получается. Видите, тут можно полностью проводить церемонию свадьбы. То есть сидят вот гости, да, с цветами и проходят венчание. Красота ведь? Вообще супер. Ну и потом, конечно, фотографии на фоне заката на этих качельках инстаграмных. Ну вот мы дошли до самого конца. Тут еще одна кафешечка такая, шезлонги. Даже вон можно взять такой вот, ну, типа серфа и на нем покататься. Красота. Не хочется, конечно, отсюда уезжать, но что поделать. Но зато впереди нас ждет обязательно острова
Кочанг, и, возможно, мы даже заедем на остров Кокут. Узнала по поводу стоимости домиков. Получается, что с кондиционером стоит 2 500 за ночь, а с вентилятором 1000 бат за ночь. 2 500 достаточно дорого получается, потому что домики весьма простые. Тут уже можно заметить такие цены в этом кафе, которое вот самое, можно сказать, крайнее слева. И тут, конечно, прям красота. Если мы еще раз когда-нибудь приедем на военный пляж, мы обязательно вот сядем на какой-нибудь один из этих столиков и тут уже посидим, будем наслаждаться красотой. Ну, а возможно, сядем где-нибудь снизу, вот там, где такие беседки. Ну, а вот карта меню. Кому интересно, нажимайте паузу и рассматривайте. Ну и вот смотрите, сейчас где-то без 26. Осталось немного совсем тайцев, а так практически все пустое. Есть вариант, конечно же, снять какой-нибудь бунгало вот такой вот за 1000 бат, если без кондиционера. Но у нас с собой абсолютно ничего нет необходимого для того, чтобы остаться, к сожалению. Если бы мы заранее подготовились, конечно, бы остались. Но, правда, смотрите, тут вот сейчас наступит закат, а потом что нам делать тут? Тут будет темно, особо ничего не видно, и придется ждать утра, ну и все. Поедем, скорее всего, домой, а завтра уже с утра мы поедем другие места снимать. Да, на Кулан можно с ночевкой как раз остаться. Да, возможно, завтра вот поедем на Кулан, а на Кулане уже, может быть, останемся уже и с ночевкой, потому что мы за один день просто ничего не успеем снять. Хотели поделиться с вами закатом, он сегодня просто, конечно, невероятный. Смотрите, красный, прекрасный. Мы уже хотели уезжать, но еще раз посмотрели на это чистое море и решили, что мы просто обязаны второй раз тоже зайти в воду. Поэтому мы бежим купаться. Маша, побежали. А вода просто наитеплейшая. Просто супер вода. Ух. Вода просто кайф. Несмотря на то, что уже вечер, водичка прям вообще как парное молоко. И волны уже так подуспокоились, поэтому можно искупаться, не прыгая на волнах. И смотрите, что здесь удобно. Есть вот такие вот комнаты для переодевания. Также есть туалет. И самое главное, тут есть, конечно же, и душ. То есть можно помыться, переодеться и поехать чистым, а не липким и соленым. Единственный нюанс, что отсюда не так просто уехать, как сюда приехать. Видите, мы и на Грабе ищем, и на InDriver не можем найти. И также на Болте просто он не находит, потому что он ищет обычно в радиусе там 7-6 километров. А тут до ближайшей дороги, ну, километров 7-8, да, и поэтому не найти. Маша уже сбегала, договорилась, сейчас приедет байк, мы каким-то образом поедем втроем на нем, не знаю, как это будет. Он приехал. А, уже приехал? Да. Ну, надеюсь, доедем, потому что тут такой серпантин, что страшное дело. Смотрите, втроем поедем на клике. Фу, нас только что довезли. Вот я ехал на вот этом мопедике. Это даже не клик. Это просто там какой-то мопед маломощный. Фу. Ощущения, конечно, были вот максимально экстремальные, насколько это возможно, потому что я с детства ходил на всякие аттракционы, там американские горки, там катапульты, все что угодно, и меня уже вообще никаким аттракционом, в принципе, меня уже было не удивить, и последние 5 лет я особо даже не катался, потому что я прокачусь, и потраченные деньги, я даже не чувствую никакого экстрима. Но когда я сейчас ехал на этом драндулете, именно мопед какой-то механический, ну, примерно вот такая вот Yamaha вот с такой вот корзинкой. Ну и примерно он такой тоже был старенький.
И это было максимально экстремально, еще потому, что мы ехали не по ровной дороге, а большую часть времени мы ехали по извилистой дороге, как серпантин. Такое ощущение, как на Пангане в сторону Хадрина. Повороты там были просто нереально экстремальные, и он поворачивал с максимальным наклоном. То есть мы даже выезжали на встречку постоянно, освещения практически не было. И одно дело, когда ты спереди едешь там на PCX и NMAX, максимально удобно, все под контролем, все понимаешь, все знаешь. А тут он мчится просто вот вправо-влево, вверх-вниз на скорости где-то 60-80 километров. Конечно, там несколько у меня седых волос, конечно, добавилось. Самое еще страшное было, что когда выезжали, там куча было собак справа, слева. Ну вот, где-то 8 километров экстрима. А, еще каску мне дали, грибок. То есть даже без забрала, вот просто такой вот грибочек, который ничего не спасает, задувает, там мошки в глаза попадали. Самое еще что неприятное, на моем байке, на котором я ехал, там практически не было никакой амортизации. Вот каждая кочка вот отдавала во все позвонки сразу. Поэтому ощущение такое, максимально экстремальное. Я уже думал, хоть бы доехали. Ну вот, приезжаешь на военный пляж, и плюс тебе еще помимо крутого песочка, помимо крутого моря, вам еще добавляется такой экстремальный аттракцион в виде поездки на байк. Мы, когда еще сидели на пляже, думали, что делать, и то ли пойти пешком, но тут 8 километров, это нереально по такой дороге без освещения, еще со всякими дикими собаками и обезьянами. Либо остаться там ночевать, но по ходу дела весь персонал ушел, и поэтому мы бы просто-напросто остались ночевать на пляже. Вот, поэтому как бы вариант поехать на байке был такой самый оптимальный и приехать нормально домой. Я, в принципе, обычно так и езжу каждый раз, когда вызываю куда-то себе такси-байк, когда мне нужно поехать одной. Единственное, тут, конечно, горочки вверх-вниз, плюс еще стая собак какая-то посередине, кошка, которая тоже откуда ни возьмись там вылезла, чуть на нее не наехали. И то, что практически нету освещения, это, конечно, немного пугало. Нас привезли на нашу стоянку, сейчас найдем наш байк и поедем уже до нашего дома. Все, собираемся уже съезжать с этого места. Конечно, в нем были и плюсы, и минусы. Плюсы то, что раздельная у нас была однокомнатная квартира, а минусы то, что очень тонкие стены и было прям слышно каждый чих и все остальное. Еще было нереальное количество муравьев, которые вылазили просто отовсюду. Ну ладно, едем в другое место. Итак, мы заехали в очередное жилье. Смотрите, тут какой колодец. Мне прям Питер напоминает, питерские колодцы. Такая вот дверь, заход к нам. Это 29 этаж, видите, окна просто в пол. Видно практически все. Тут можно увидеть зону для отдыха, большой диван, большой телевизор, очень даже удобно. Да, тут также можно увидеть такой балкончик. С этого балкона самое что невероятное, смотрите, какой вид крутой. Можно сидеть и наблюдать. Калан видно просто как на ладони. Виды посмотрели, теперь я закончу показ квартиры. Тут у нас великолепная кухня, где есть стиральная машинка, микроволновая печь, супер обеденная зона. Конечно же, обязательно санузел. Но он довольно-таки удобный. И удобная большая 2 на 2 метра кровать. Обязательно шкаф, телевизор. Это очень редко, когда в двух сразу комнатах есть телевизор. Обычно в одной, а иногда вообще не в одной. Только посмотрите, какой вид. Просыпаешься и смотришь вот в окно, наблюдаешь эту красоту. Ну, в целом номер очень крутой, однокомнатная квартира. Стоимость его в день и в месяц я напишу ниже, потому что я вообще ничего не помню. В прошлой квартире мы доплатили за пребывание, за воду и за электричество, по-моему, 490 бат. За воду плюс электричество за 15 дней это очень даже дешево. Но мы, в принципе, сильно не пользовались там кондиционером. Поэтому ближайшую неделю мы тут будем наслаждаться вот таким вот видом и красотой. Спасибо всем за просмотр видео. Если оно было интересно и полезно для вас, то, пожалуйста, ставьте лайк и Всем подписывайтесь пока! на канал. Всем пока!